Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим наиболее частые причины перегула коров. При нормальном воспроизводстве крупнорогатого скота сервис-период у коров должен быть в пределах 60-90 дней, а оптимальная продолжительность межотельного цикла коровы 365 дней, высокопродуктивной коровы 375 дней. При удлинении сервис-периода уменьшается удой не только за текущую лактацию, но и пожизненный удой. От каждой коровы, не принесшей в течение года теленка и оставшейся неоплодотворенной, недополучает 30% годового объема молока и где-то 280-300 кг мяса в живой массе. А перегулы у коров достаточно частое явление. Этому способствует множество причин. Но есть причины, которые встречаются наиболее часто. Давайте рассмотрим эти причины. Одна из наиболее частых причин перегулов – это наличие мастита и эндометрита у коров. При маститах более чем у трети коров регистрируют патологии эндометрия. Маститы даже при явном отсутствии клинических признаков оказывают заметное негативное влияние на половую функцию и оплодотворяемость. Вот почему коров перед запуском обязательно проверяют на мастит и проводят все необходимые мероприятия. Установлена определенная связь между потерей живой массы коров в период раздоя с их воспроизводительными функциями. У коров с более высокими потерями живой массы наблюдается самая низкая итоговая оплодотворяемость. А почему корова теряет в период раздоя живую массу? Правильно, потому что испытывает дефицит энергии, то есть глюкозы. Глюкоза крайне необходима не только для синтеза молока. При ее дефиците не будет развиваться и жизнеспособные яйцеклетки. Организм коровы так устроен, что регуляция секреции молока происходит на гормональном уровне. Это значит, что если организм коровы генетически запрограммирован на определенную продуктивность, то корова будет использовать все свои резервы в первую очередь на синтез молока, а потом уже на все остальные нужды. Поэтому, если в организме коровы есть дефицит глюкозы для производства молока, то на обеспечение жизнедеятельности яйцеклеток она никак не пойдет. Возникший дефицит энергии корова компенсирует за счет использования в качестве источника энергии жировые и мышечные ткани организма. Вещества, которые образуются в процессе мобилизации собственных тканей, преобразуются печенью в глюкозу крови. Если глюкозы в крови недостаточно, этот процесс осложняется быстрым распадом жиров. При ускоренном метаболизме жиров в организме коровы появляются кетоновые тела, которые нарушают гормональную деятельность, вызывают кетоз и затрудняют наступление стельности. Любая интоксикация организма коровы ведет к перегулам. При недостатке сахаров процесс восстановления нитратов приостанавливается на стадии нитритов, а это ведет к хронической интоксикации, в результате чего у коровы снижается иммунитет, учащаются аборты, снижается продуктивность и оплодотворяемость. Для успешного созревания яйцеклеток корове требуется не только глюкоза, но и белок. Низкий уровень протеина в первую фазу лактации или недостаток незаменимых аминокислот вызывает ослабление деятельности желез внутренней секреции, нарушает синтез ферментов. При этом отмечают скрытую охоту, снижение оплодотворяемости, повышение эмбриональной смертности. Как правило, сразу же после отела с целью увеличения количества молока корове в рацион включают повышенное количество концентратов. Повышенное – это правильно. А чрезмерно это плохо, так как это ведет к закислению рубца, нарушению обмена веществ и нарушению работы печени. Как результат наблюдается снижение оплодотворяемости коров, а также наблюдается ранняя эмбриональная смертность. Особенно ситуация усугубляется, если в рационе наблюдается постоянный избыток протеина при относительном недостатке углеводов. Это приводит к нарушению обмена веществ и тоже может стать причиной яловости коров. Точно такая же ситуация наблюдается и при жировой дистрофии печени у коровы. Стрессовые ситуации тоже снижают оплодотворяемость. Ведь повышенный уровень адреналина, выделяемого при стрессовой нагрузке, изменяет сократимость половых путей, что в свою очередь ведет к снижению оплодотворяемости. Ожирение коровы также ведет к перегулам. Избыточное поступление в организм питательных веществ, особенно при нарушении функций желез внутренней секреции, часто приводит к жировому перерождению функциональной ткани яичников и матки. Расстройство сократительной деятельности половых путей при стрессах сказывается на продвижении яйцеклетки и сперматозоидов по половым путям матки. И как результат наблюдается снижение воспроизводительных функций у коров. Избыток калия и натрия в период сухостоя, приводящий к нарушению баланса электролитов, может провоцировать отек вымени. Но помимо этого высокий уровень натрия и калия также может быть причиной снижения оплодотворяемости коров и возникновения воспалительных процессов половых путей.
Гипофункцию яичников, низкую оплодотворяемость, а также отсутствие течки, аритмию и неполноценность половых циклов может вызвать еще масса всевозможных причин и факторов, таких как недостаток в кормах витаминов, микро- и макроэлементов. К перегулам ведут и плохие условия содержания, и нарушение правил зоогигиены, и нарушение эмоциона. И можно еще долго все перечислять, но, как показывает опыт и практика, что все-таки основной причиной перегулов у коров является нарушение энергетического баланса после отельный период. Об этом необходимо помнить и максимально ответственно подходить к кормлению коров в транзитный период, а также в период раздоя коровы. Как правильно организовать этот процесс, мы обязательно рассмотрим в наших последующих видеоподкастах. А пока на этом все. Здоровья вам, вашим коровам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!